Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Василий Шевчук, и я приветствую вас на моем канале. Желаю всем крепкого здоровичка, огромных знаний в системах Android, и тем, кто желает приобрести эти знания, вы попали на правильный канал. Канал, посвященный Android TV приставок, прошивок и ПО для системы Android. Ребята, как вы знаете, я сейчас, это третье видео, делаю серию видео, как на Android прикрутить, на стоковый Android прикрутить папку init и в нее вложить скрипты и запускать систему для разгона и создания разных возможных вариантов. В прошлом видео, давайте напомню, я вам показал стоковую прошивку. И давайте зайдем сейчас на Root Explorer, как создать в корневой папке, как мы видим, корневая SD card, мы создали init папку. Как это делать, есть прошлые видео, можете посмотреть. И мы в эту папку вложили некоторые скрипты. Первый скрипт — это тестовый скрипт, который, как вы видите, нам создает текстовый файл, который говорит о том, что наша папка init сработала, и мы ее запускаем. Далее, как и обещал, мы начнем серию видео по скриптам. И первый скрипт сегодня я вам расскажу, что же такое создание папки temp в RAM памяти. Папка temp в RAM памяти, кто бы вам ни говорил, все равно она работает намного быстрее при просмотре фильмов, контента и не захламляет нашу коробочку. Сейчас я вам расскажу и покажу. Значит, вот этот блок, скрипт, который я выложу в описании, будет в описании под видео. Вот этот скрипт. Этот скрипт надо вложить в папку init. Естественно, дать этому скрипту разрешение. Чтобы посмотреть разрешение, мы нажимаем на этот файл 3 секунды. У нас появляется меню, 3 точки, и мы берем разрешение. Берем разрешение и смотрим. У нас скрипт с правами 7.7.1. Можем дать скрипту разрешение 7.7.7, и он также будет срабатывать. Давайте посмотрим. Так как в корневой у нас, давайте сейчас зайдем и посмотрим, где нам этот скрипт создал папку temp. То есть в RAM памяти, и это находится в корневой root папка смотрите сюда, MNT. Это RAM память. И вот здесь у нас уже создана папка temp. В эту папку temp, как вы сейчас видите, я перенаправил с iStream генератора файлы, которые качаются с интернета, и в эту папку при просмотре видео они записываются. И сейчас я вам покажу разницу. Для чего создается папка temp. Смотрите сюда. У нас здесь чуть ли не 150 файлов, которые по 8 мегабит. 8 мегабит умножим на
на 150 файлов, это у вас получается 800, чуть ли не 1000 гигов. 8 на 100 это 800. И плюс еще половина, 400. Чуть ли не 1000 с чем-то. Окей, давайте сейчас посмотрим. Я сейчас выхожу с Root Explorer. Я вам объясню, как же это делать. Но такое небольшое отступление. В конце видео я вам покажу, как это делается на коробочке X96 на 9 андроиде. Это делается немножко по-другому, легче. Без скрипта, через ядро можно прописать. И вот смотрите, мы зашли в HD Video Box. Выбрали какой-то фильм. Сейчас я не буду искать фильмы. Я вам покажу. Вот видите, наша система стоковая. Она еще не настолько разогнана. И как вы видите, здесь немножко есть задержки. Но если в дальнейших видео мы это все раскрутим, мы это все разгоним, и вы увидите разницу между теперешней системой и как она будет работать после разгона. Сейчас мы зайдем в историю, и вот мы смотрим. Я, допустим, смотрел 2 фильма. Grindhouse и еще один фильм. Последний фильм называется «Идеальный хозяин» 2010 года. Я не знаю, что это за фильм. Но неважно, я просто проверил на этом фильме. Взял торрент, ссылочку, и вот 7 гигабайт фильм начал смотреть. И эти все файлы, которые скачиваются с интернета, у меня откладывались в папке temp RAM. Где это задается? Это задается, вот если я использую iStream генератор, и я иду вот сюда в настройки, иду в iStream сервис движка, настройки, и вот здесь у меня папка кэш в temp. Как вы видите, RAM кэш записывается в temp RAM. Эту папку мы создаем, естественно, скриптом. Можно также прописать в другом месте, но сейчас на данный момент мы ее создали в RAM. Почему в RAM? Так как эта папка после перезапуска системы очищается. Сейчас я вам это покажу. Мы выходим. И сейчас мы, допустим, перезапустим систему. Обращаю внимание, где мы были. Мы были в папке root, mnt, папка temp, кэш. Как вы видите, вот эти все файлы, которые у нас записались при просмотре фильма. И сейчас давайте мы перезапустим систему. Я выхожу с Root Explorer, перезапускаю систему. У нас есть программа для перезапуска Simple Reboot, и мы перезапускаем систему. Как мы знаем, это бокс M96X2 Plus подключен сейчас, и мы экспериментируем это все на стоковой прошивке. Ну и, ребят, пока наш бокс перезапускается, еще раз обращаюсь к своим подписчикам. Всем большое спасибо за лайки, за поддержку канала. Всем и тем,
подписчикам, которые только подписались, обязательно устанавливаем после подписки, нажимаем на колокольчик «Все видео». Чтобы не пропустить следующее видео на моем канале, инструкции, прошивки я также выкладываю на своем канале. У меня есть сайт по прошивкам, и сейчас может быть подсказка там, где я рассказываю, что на этом сайте имеется. Наша система запустилась, и давайте мы по новой. Естественно, у меня подключен сейчас USB накопитель. Прошивка спрашивает, что с этим USB накопителем делать. Сейчас мы заходим в Root Explorer. И заходим опять же в ту же папку RAM. Память RAM. В папку Temp. И как мы видим, эта папка очищена. Не надо никаких скриптов. Не надо никаких дополнительных костылей, программ. Эта папка автоматически очищается. Ну а сейчас давайте проверим, если нет этой папки. И я вам покажу. Смотрим на SD-карт. Если мы, давайте поначалу откроем, нажмем на кнопочку плюсик, у нас откроется меню, и мы откроем вкладку локальной памяти. У нас откроется вкладка памяти, и мы попадаем в корневую SD карты, как это называется, Storage Emulated 0. То есть iStream Media создает вот такую папку. И в этой папке мы находим наш кэш. Тот кэш, который фильмы. Скачиваются фильмы с интернета, и все это записывается сюда. И как вы видите, у меня здесь файл 550 мегабайт. То есть пол гига. Но это я только начал смотреть фильм. И опять же тот же самый фильм. Если мы выйдем с Root Explorer и возьмем вот iStream Media. Зайдем в iStream Media. Естественно, спрашивает считывать USB накопитель или нет. Но мы сейчас зайдем в настройки. И по умолчанию движок настройки у нас настраивается, как вы видите, сейчас я настроил папку Temp. По умолчанию у нас настраивается устройство. Устройство — это та папка, которая находится по умолчанию в SD-карте, в корневом каталоге. И если мы зайдем на любой фильм, допустим, Grindhouse, возьмем торрент ссылки, я специально не буду брать большой, до 50 гига. Вот по 8 гигабайт фильм, мы его запускаем, и у нас запускается, допустим, мы выбираем проигрыватель VLC, который уже вшит. Ну, естественно, в прошивке не блокирована реклама. И к этому мы тоже придем. В следующих видео я покажу, как это все делается. Мы начинаем скачивать фильм. Все вот эти файлы, которые скачиваются, естественно, они делятся на кусочки. И вот у нас, допустим, пошел фильм. Ну, как вы видите, система немножко медленно работает. И вот я здесь начал смотреть. Я сейчас выхожу, так как, чтобы не было авторских
прав, YouTube не очень-то любит, когда показывают фильмы. И мы видим, что наш фильм, который мы посмотрели, сейчас, на данный момент, у нас все это записалось в корневую папку, созданную по умолчанию, в SD-карт. И вот наши все файлы, которые здесь создавались. Сейчас, как вы видите, вот у меня пошел файл 100 мегабит, то есть кусочек маленький, который я только что посмотрел. Вот эти 3 секунды он уже нам забил нашу память 100 мегабит. То есть чем больше вы фильм смотрите, все это делится на кусочки, и у вас все эти 8 гига записываются на коробочку. Хорошо, а сейчас давайте посмотрим после перезапуска, что у нас происходит с этой папкой, которая записывается. Есть у меня отдельный скрипт, который очищает также эту папку, но если по умолчанию этого скрипта нет и он не запускается, эта папка остается у вас в памяти бокса. И месяца через 2, через 3 ваш бокс начинает задыхаться. Не хватает памяти, учитывая, что вот это M96X, в ней всего-то 16 гигабайт памяти. Ну, какой фильм мы можем посмотреть? Да, естественно, в следующих фильмах эти все файлы меняются, но сам базовый кусок вот этих файлов, он остается. Давайте зайдем в Root Explorer еще раз. Зайдем в Root Explorer еще раз и посмотрим на вот эту папку, которая создается. Кэш. И как мы видим, все файлы остались на месте. То есть папка temp, что бы вам ни говорили, нужна. И еще, естественно, быстрее, немножко быстрее работает в RAM память, чем в ROM память записывать все эти файлы. Вот такая небольшая инструкция. Ну а сейчас, как я обещал, давайте посмотрим вот на этот бокс, на 9 Android X96 Max Plus, как здесь я это сделал. Я выключаю все, бокс отключаю от системы, и мы сейчас подключаем X96 Max. Дожидаемся запуска системы. Тут это немножко быстрее, так как система у меня уже здесь разогнана. Это версия 0.8, которую я выкладывал на сайте. Вы ее там можете найти, скачать свободно в доступе. Вот, не смотрите на эту заставку. Можно эту заставку оставить, можно оставить без заставки. И сейчас давайте посмотрим. Окей, вот тот же самый Grindhouse. И как мы видим, вот здесь мы опять же смотрим
И вот, допустим, вот он, нет, это 16 гига даже. А вот он, 8 гига памяти, так как у него самое большее раздающих, мы его берем, допускаем. Небольшая проблема, видимо, с интернетом. Ждем наборов пиров. И вот пошла загрузка фильма. Допустим, мы его сейчас чуть-чуть перемотаем. У меня, видимо, сегодня немножко интернет подлагивает. Окей, давайте сейчас зайдем в Root Explorer и мы посмотрим, что у нас здесь есть. Возьмем Storage, и у нас сама система создает вот здесь хэш-файлы, и как вы видите, вот он уже 206 мегабайт. Но в этой прошивке 0.8 я уже вложил тут файлы. Извиняюсь, это не то. Мы идем на Storage, идем на папку etc. И тут у меня уже лежит скрипт по очистке. И он также очищает эту папку. То есть, если кто-то не знает, как отрегулировать iStream генератор, уже по умолчанию я сюда вложил скрипт. Мы далее, в следующих видео я вам расскажу про этот скрипт. Окей. И мы смотрим, как же здесь на этой прошивке я прописал папку temp. Или как можно в этой прошивке прописать папку temp. Как вы видите, сейчас папки temp не присутствует. Что нам можно сделать? Значит, в Android 9 есть вот такая возможность. У нас есть файл init.rs скрипт файл, который запускается при запуске системы. Нажимая на этот скрипт 3 секунды, у нас появляется меню. В меню мы выбираем редактировать. Да, согласиться на измену и создание системных файлов. И вот здесь, значит, мы сейчас пропишем вот в этом блоке. Мы сейчас пропишем создание папки temp в RAM памяти. Как вы видите, вот он, этот блок, который, и вот еще один, который относится к RAM памяти. Что мы здесь делаем? Возьмем вот эту строку root. Как вы видите, вот это вот последняя строка. Создать папку make dir mnt. Вот эту строку мы копируем и дополняем. Отступаем одну строку
И мы сюда сейчас добавим 1, 2, 3, 4 отступ и вставляем еще одну строку. Вот здесь мы поменяем и напишем темп. Создание папки темп. Здесь мы поменяем разрешение на 0.77. И вот тут мы оставим root, разрешение root. В папке root права с разрешением root прав. Как вы видите, вот здесь мы прописали создать папку в RAM памяти temp с правами 0.77 с root разрешением. Сохраняем. Можем нажать вот на этот значок «Сохранить изменения» или на 3 точки «Сохранить и выйти». Мы сохраняем и выходим. У нас создается баг-файл, который в дальнейшем мы можем удалить. Он нам, в принципе, ничего не дает, только лишь сохраняет до изменения тот файл, который был. И сейчас давайте мы перезапустим систему и посмотрим, как у нас создается папка temp. Ну, я уже говорил, пока система перезапускается. Спасибо еще раз всем подписчикам, всем тем, кто еще подпишется. Обязательно не забывайте нажать после подписки колокольчик все видео, чтобы не пропустить следующее видео на моем канале. Ставим лайки, ребят, поддерживайте канал. Денег это не стоит, а мне приятно. Чем больше лайков, чем больше комментариев, вы сами понимаете, YouTube отслеживает алгоритм продвижения нашего канала видео. И как мы видим, наша система загрузилась. И сейчас мы зайдем еще раз в Root Explorer. Заходим в Root Explorer. Идем на корневую root папку. Идем в папку RAM. И что мы здесь видим? У нас создалась папка temp. Вот такое видео, ребят. То есть можно создать папку temp в Android 7.1.2 через скрипт, блок, который я выложу в описании под видео. В Android 9 это можно сделать более легче, без скрипта. И как это сделать, я вам сегодня показал 2 способа. На этом все, ребят. Всем крепкого здоровичка, огромных знаний в системах Android. До свидания, до следующего видео.